Понимаете, какую ценность несет заголовок в вашем бизнесе? Только 25% перейдут по ссылке на ваш пост или видео. 5 слов, которые сверху. Это главный оффер, который служит для привлечения внимания вашей аудитории. Сегодня я постараюсь примирить продающие формулы SMM и SEO-оптимизацию. Всем привет! Сегодня тема видео: сколько слов должно быть в заголовке для соцсетей, чтобы зацепить клиента с учетом SEO-оптимизации. Некоторые уверены, что заголовки для постов, например, в Instagram, не слишком-то и нужны, мол, здесь ведь публикуются фото, а значит текст вторичен. Проанализируйте, сколько страниц постов, видео вы просматриваете в соцсетях. Что у вас заставляет перейти дальше, чтобы прочитать пост либо посмотреть видео. Как правило, ключевую роль играет заголовок. По статистике, из всех, кто прочитает заголовок, а это далеко не все, кто проходит мимо, только 25% перейдут по ссылке на ваш пост или видео. То есть, если вы забьете на заголовок, шансы перейти к вам становятся ничтожными. Понимаете, какую ценность несет заголовок в вашем бизнесе? Я подготовил полезный файл: 99 приемов цепляющих заголовков. Возьмите их за основу и сможете с легкостью создать свой заголовок, который зацепит внимание читателя с первой секунды. Файл находится в описании к этому видео, кликайте там по ссылочке и скачивайте файл. Сейчас, когда многие аккаунты используются как торговые площадки, зацепить внимание читателя с первой секунды бесценно. И главное, это правильно это сделать. Как раз сегодня об этом и поговорим. Как написать заголовок, чтобы привлекать клиента. Если кто-то из вас начал изучать или изучает уже копирайтинг, то уже познакомились, что SMM-формул с учетом SEO-оптимизации достаточно много. Есть лишь одно «но». Большинство из них требует большого количества слов. Нужно искать лучшие из лучших. В превью видео я не зря отобразил название «5 слов, которые сверху». Конечно, там хотелось немножко покреативить. Кстати, напишите в комментариях, как вам картинка с этим текстом. Цепляет? Или нужно что-то еще поработать? Но основная мысль моего названия ролика в том, что любой заголовок в 4-5 слов должен привлечь внимание случайного пользователя. И это тот текст, который как раз лежит сверху вашего поста или видео. Кстати, главное помнить о конкретике, а именно, что заголовок должен быть напрямую связан с информацией в тексте поста либо в видеоролике. Привлечь внимание случайного пользователя можно по-разному. Запишите себе 5 главных видов заголовков. Первое – это убедить зайти к вам. Второе – завлечь новинкой. Третье – проинформировать. Четвертое – это озадачить. Ну и пятое – просто спросить. И помните конкретики, что заголовок напрямую связан с информацией в теме поста или видео. Начнете мухлевать – далеко не уедете. К примеру, если вы человеку обещаете 5 способов привлечения подписчиков, то уж будьте добры их расписать. В противном случае от кричащего заголовка толку не будет. Теперь давайте нырнем непосредственно в категории заголовков и начнем, пожалуй, с продающих заголовков. Именно они мотивируют читателя зайти к вам в профиль и посмотреть пост. Заголовок — это не просто название текста, это полноценный инструмент, это главный оффер, который служит для привлечения внимания вашей аудитории. Кстати, для того, чтобы вам написать продающий заголовок, самое первое, с чего нужно начать, это определить целевую аудиторию. Целевая аудитория вам необходима для того, чтобы заголовок был направлен на ту группу людей, которым нужен ваш продукт или услуга. Кто еще не определил целевую аудиторию, зайдите у меня на канале, есть плейлист «Целевая аудитория». Там есть несколько видео, которые, я думаю, помогут вам. Ссылочка на этот плейлист вот где-то сейчас здесь сверху. Как я уже говорил раньше, SMM-формул достаточно много. Среди них королева продающих формул AIDA. Давайте вспомним, как она расшифровывается. Это внимание, интерес, желание, действие. И давайте, например, составим по этой формуле заголовок для поста, скажем, который рассказывает, как получить 100 клиентов в день. Всем же эта тема будет интересна. Смотрите, я уже заранее подготовил вот такой заголовок. Свершилось. По 100 клиентов в день. Хотите так же? Жмите. Теперь давайте разберем по формуле. Свершилось. Это внимание. По 100 клиентов в день. Это интерес. Хотите также желание и жмите – это действие. И вот вроде бы хороший заголовок. Все как бы
по классике, но длинно для соцсети. Много слов. Надо что-то уделать. Дело в том, что если на лендингах хотя бы пытаются что-то читать, то лента соцсетей — это скоростной конвейер. Не чтение, а всего лишь мимолетный взгляд и последующее моментальное забвение. Поэтому заголовок должен быть коротким. И название моего видео «Сколько слов должно быть в заголовке?» и превью с ответом «Сколько же этих слов?» 5. 5 слов, которые сверху. Сегодня я постараюсь примирить продающие формулы SMM и SEO-оптимизацию. Давайте попробуем убрать отдельно изложенные желания и действия в моем заголовке, оставляя их в контексте. Получим, например, такой заголовок. По 100 клиентов в день. Как? Первым предложением мы объединили внимание, интересы и желания, а последним вопросом задали вектор действия. По этому же принципу можно оптимизировать и любые другие схемы. Это и продающая формула 4U, и формула 3 почему, и мостик, и пур, и пудр, формула удилища леска-крючок и многие другие. Кстати, кому интересно, какие еще бывают формулы продающих заголовков, поставьте в комментарии плюсик, и я дам вам ссылочку, где вы сможете скачать полезный файл, где я описал 10 продающих формул копирайтинга для SMM с примерами. Но сейчас давайте для примера разберем еще одну продающую формулу и сократим ее тоже до 5 слов, которые сверху. Есть еще такой вариант создания продающего заголовка по формуле боли. Это когда проблема, усиление проблемы, потом надежда и решение. Ну и для примера рассмотрим вот такой заголовок по формуле. Не умеете работать с Photoshop, а красивые фотографии хочется. Можно обойтись и без редактора, нужно только правильно выбрать фильтр. Научу как. Здесь нужно соединить проблему, усилие и надежду, и в результате мы получим такой заголовок. Классное фото без фотошопа. Я научу. Кстати, учитывайте, что сетевой контент создается не только с расчетом на живых читателей, но и на роботов поисковых систем. И здесь краткость тоже учитывается для SEO-оптимизации. Донесение информации и воздействие на реального человека является, конечно, более приоритетным, но если ваш пост или видео отсутствует в поисковой выдаче, то есть без учета SEO, то пользователь вас просто не найдут. Максимальное количество символов, включая пробелы, для SEO-оптимизации составляет 70 знаков. То есть как раз вот эти 5 слов, которые сверху, но лучше укладываться в 40-55, чтобы заголовок не обрезался на странице. Так что не забывайте про 5 слов, которые сверху. Напоминаю, что в описании к этому видео вы можете скачать полезный файл 99 цепляющих заголовков. А те, кому нужен файл 10 продающих формул копирайтинга с примерами, ставьте плюсик в комментариях. На этом у меня сегодня все. В следующий раз разберем еще рекламные заголовки, информационные заголовки, заголовки-вопросы, ну и интригующие заголовки. Да, еще могу добавить, что формулы для создания заголовков также прекрасно работают и для создания постов, поэтому можете смело им довериться. Ну, а теперь, кому я был полезен, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Здесь каждую неделю вы сможете получать полезную информацию для продвижения в MLM. Пока!